Привет, дорогие друзья! И сегодня мы продолжаем мою любимую серию, которая называется «Азбука чая». Меня зовут Сергей Шевелев, я основатель компании «Мой чай». И мы раскрываем самые азы чая, рассказываем какие-то самую базу, важные моменты, которые нужно знать абсолютно всем. Возможно, если вы уже не новичок в чае, конечно, вы это знаете, но я думаю, это будет интересно посмотреть в любом случае. И сегодня поговорим о пресловутой чайной церемонии как понятие, потому что если вы не очень глубоко в чае и просто слышали что-то такое про чайную церемонию, скорее всего, у вас возникает в голове некое представление о каких-нибудь там гейшах или там чайном клубе или каких-то таких вот церемониальных аспектах чая. И важный такой вопрос: а можно ли заварить чай без церемонии, будет ли он вкусным, и в чем вообще суть чайной церемонии, и как, собственно, ее преподнести. Поэтому сегодня присаживайтесь поудобнее, будет довольно долгий, возможно, рассказ, потому что это очень объемная тема, но я постараюсь ее раскрыть как можно более емко. Возможно, когда вы сталкиваетесь с хорошим чаем, вы еще не зная ничего про, скажем, такой более внимательный церемониальный подход, или, как мы это называем, даже не столько церемонии, как просто внимательное чаепитие, внимательное заваривание чая, для которого используется специальная чайная посуда, о которой я сейчас чуть подробнее расскажу. И, возможно, просто брали чай, закидывали его в кипяток, и в каких-то случаях у вас получалось что-то вкусное, а в каких-то, возможно, и нет. Потому что есть сорта чая, которые более требовательны к завариванию, есть, которые все-таки желательно заварить более внимательно. И, в принципе, постепенно, когда вы раскрываете в себе все больше и больше, скажем так, внимания к чаю, хочется знакомиться с ним ближе, вы начинаете понимать, что по сути, это даже не столько церемония, сколько просто способ заваривания. Или как в Китае называют, есть понятие пинчха или пробование чая, когда используется традиционная китайская посуда. И есть также звание гунфуча, это высшее чайное мастерство, которое означает уже более внимательный подход. И сейчас де-факто под понятием чайной церемонии можно встретить очень-очень много разных способов заваривания чая, разных подходов. И нету как такового какого-то, знаете, вот базисного типа, который самый правильный. Например, я сейчас взял сначала чай из чайницы, в данном случае это у меня такая чайная коробочка. Она может очень по-разному выглядеть, может быть там вот такая баночка, может быть фарфоровая чайница с какой-нибудь крышкой. Но главное, чтобы она была непрозрачная, чтобы чай оттуда не, скажем так, выдыхался. Потом пересыпал чай в такую специальную емкость ЧХ или чайная коробочка. Она нужна для того, чтобы с чаем можно было знакомиться. То есть часто во время даже не только церемонии, а просто дегустации чая вы высыпаете чай в эту чайную коробочку, смотрите на него, передаете гостям, вдыхаете аромат и вы знакомитесь с чаем. Я сразу скажу, что я сейчас презентую не какой-то церемониальный прям подход, а просто прежде всего важные аспекты заваривания, которые раскроют наиболее тонкие и требовательные к завариванию чаи гораздо лучше. После этого высыпаете в сосуд. В данном случае у меня вот такой вот тайваньский чайник, и я туда насыпал тайваньский улун. Сейчас я туда налью кипяток. Кипяток можно наливать, если вы подходите церемониально, кстати, завариванию, можно брать вот такие вот чайники, которые, сейчас у меня тут немножко, он не упадет, Тецубин. Это японский чайник, который может быть очень хорош для кипячения воды. Можно его ставить на угли. Я тоже часто использую глиняные чайники на углях. Это такой более церемониальный подход, когда вы завариваете чай прям супер внимательно. Но в большинстве случаев очень часто чайные мастера используют просто термос с кипятком. Можно использовать электрический чайник. Часто в Китае вы можете увидеть на каких-нибудь видео из Китая, как китайцы, у них стоит прям электрическая плитка. На нем может стоять тецубин, может стоять электрический чайник. Но самое главное, чтобы вода была хорошая. Это очень важно. И это, пожалуй, одна из важнейших вообще частей чайной церемонии, что вы завариваете чай хорошей водой. То есть вода должна быть либо родниковая в идеале, либо очень хорошая бутилированная вода. Я не буду рекомендовать какие-то конкретные бренды, но это тоже очень важная часть церемонии. После того, как я проложил чайный лист в чайник, я залил кипятком, первый пролив очень часто рекомендуется сливать, не пить его, поэтому в большинстве случаев его сливают. Иногда в формате дегустации многие даже замечали за мной, что я, например, не сливаю первый пролив. Но это важно для, скажем так, проверки чая, когда я дегустирую чай для работы. Кроме того, некоторые улуны, некоторые тонкие чаи и органические чаи, они, не нужна вот эта первая гигиеническая процедура, и можно, в принципе, сразу чай пить. Но желательно первый пролив слить, это, в принципе, такое, можно сказать, правило для большинства случаев. И к тому же чайный лист еще не раскрылся на первом проливе. Поэтому мы делаем такие вот движения. Я заливаю чай снова в кипяток и сливаю в такой специальный сосуд, который называется чаша справедливости, либо гундаобэй. И после этого можно разливать чай по пиалам. Надо сказать, что есть много разных
видов посуды, каких-то там еще элементов. Я сейчас показал самый такой базисный способ заваривания, который позволит, имея самое минимальное какое-то вот такое количество предметов на столе, получить вкусный чай. Вы сейчас посмотрели на такой вот, в моем понимании, очень базовый вид церемонии. Я чуть подробнее, наверное, расскажу немножко позже. И, в принципе, еще можно, конечно, дополнить чайные действия какими-то красивыми движениями. И, например, вот дожечь благовоние, что я тоже люблю делать, особенно в последнее время. Это очень приятно дополняет атмосферу чаепития. Ну, не все это любят, но я люблю хорошие китайские благовония, не какие-нибудь там химически ароматизированные, поэтому мне приятно дополнение такое, да. Тоже может быть очень разный внешний вид у чайного действия, то есть можно использовать китайскую, японскую, тайваньскую посуду, может даже тоже что-то там европейское использовать, может даже некоторые используют, например, просто хороший качественный фарфор с блюдечком и тоже может так заварить чай и комбинировать, нет какого-то запрета как такового, да, но тут важно, как вы видите сами это эстетическое действие. И тут такой важный вопрос возникает, вот это все вы видите такие, а зачем это мне все вообще нужно, то есть в чем смысл? Дело в том, что как бы, ну вот, это, с одной стороны, и легко, и сложно объяснить. То есть, конечно, так смотрите, какое-то там такое театрализованное действие, да, когда можно взять просто чай, кинуть его просто в чашку, и вроде тоже ничего будет. В принципе, самое главное, как я сказал, для чая, это хороший чай и вода. Вы можете взять, бросить в чашку, и тоже вроде будет ничего. Но в таком заваривании есть определенный смысл не только как эстетика, что это красиво, что это интересное хобби, что вы там можете как-то украсить свое пространство, там какую-нибудь фигурку дополнить, может какую-то вазочку поставить, там просто сделать все красиво, да. Но и то, что при таком заваривании чай раскрывается лучше. То есть определенно, если вы возьмете чаи, особо те, которые требовательны к завариванию, будь то зеленый чай, желтый чай, улуны, вот, прежде всего вот эти группы чаев, в меньшей степени красные, зеленые, такие более грубые зеленые чаи, красные и, может быть, пуэры, да, но тоже на самом деле, хоть пуэры традиционные и не имели никакого отношения к гунфуча, потому что они имеют происхождение с юга Китая, да, а гунфуча это более Фудзянь, Гуандун, Тайвань, да, вот такой юго-запад Китая, да, юго-восток. И вы, соответственно, сейчас чай можете заваривать церемониально любой. И это в любом случае будет и красиво, и вкусно, и при правильном заваривании чай раскрывается абсолютно другими красками. Прежде всего, это просто вкусно. Итак, вот у вас в руках хороший чай, вы его получили, из чего же начать? Сейчас я расскажу об этом подробнее. Я уже много рассказывал в своих видео, сотни видео о том, как именно заваривать, какие нюансы, какая температура, какая там посуда может использоваться, как, например, вот есть основные два сосуда, да, чайник и гайвань, да, вот чашка с крышкой, которая используется либо вот так вы завариваете чай, да, когда вы держите чашку вот так вот, да, сливаете, или даже вместе с блюдцем, в данном случае блюдце довольно большое, поэтому держать не так удобно, даже я с первого раза не взял. Вот, либо чайник, то есть это два основных сосуда. Есть очень много видов чайников, самые разные, классический синский чайник, фарфоровый, гайвани тоже бывают разные, как, например, вот такая женская гайвань. Это все такие уже мелкие нюансы, которыми можно сначала даже немножко испугаться, поэтому я расскажу о самых таких базовых вещах. Прежде всего, да, то есть вы там посмотрели что-то про чайную церемонию, может быть, в каком-то фильме, там, какую-нибудь японскую гейшу, сидящую в чайном доме, или посмотрели даже видео там мое какое-нибудь, и думаете, что, соответственно, если вы там дома просто хотите это повторить, ну, зачем это надо, у меня что, нет церемонии какой-то, да, соответственно, зачем я тут буду вот это все придумывать. Как я уже говорил, очень важно, на самом деле, само по себе чаепитие, потому что это и часть некого ритуала, то есть вы просто начинаете пить чай внимательнее, это становится вашим неким хобби, это времяпровождение за чаем, по сути. То есть вы не просто утилитарное действие, то есть я там взял ложку, съел кашу, да, и все. А это некий такой ритуал, как есть вот там званый обед, есть там, не знаю, у кого-то ритуал там пить в воблу телевизор, там, да, например, у кого-то еще какие-то ритуалы. А чай это такой очень, на самом деле, здоровый, приятный ритуал, который очень хорош для коммуникации, прежде всего. То есть, когда вы собираетесь с друзьями, с родственниками, или даже один хотите посидеть, чай попить, да, там, на природе очень хорошо. И это всегда такой некий маленький такой вот приятный ритуализированный процесс, когда вы внимательно пьете чай, получаете удовольствие и от действия, которые вы совершаете, и от посуды, на которую вы смотрите. И вот все вот эти моменты, все эти мелочи, вы сами из них собираете какой-то пазл, который вам нравится. Вы можете иметь много посуды, мало посуды. Часто, знаете, бывает, люди транслируют просто через чай свои личные какие-то увлечения, хобби. Единственное, от чего я хотел бы предостеречь, это от некого догматизма, потому что когда некоторые чайные мастера считают, что вот мы придумали какую-то штуку, или мы восприняли какой-то подход, или какую-то визуализацию чайного действия, и оно должно быть именно так у всех.
И ни в коем случае не надо там отклоняться в сторону или обязательно надо следовать именно вот строгим правилам, чтобы там вот этой рукой взяли чайник или там такой-то чайник поставили. Это всегда чувство некой эстетики. Пожалуй, у меня это всегда такой был только какой-то синкретизм, то есть смешение разных культур, традиций. Я люблю и минимализм, и максимализм в чае, то есть в зависимости от ситуации я могу попить чай там даже просто в кружке, ну хотя больше, конечно, предпочитаю так пить чай. В зависимости от ситуации я могу достать там разную посуду и играть с этим. Это такой некий war, как говорят китайцы, то есть war, то есть это как играть чаем и создавать из этого некий такой лайфстайл, некое хобби. Это очень интересный процесс на самом деле. Еще есть очень классный такой момент, то что, ну вот, вы знаете, конечно, европейское или там русское чаепитие, да, когда вы там пирожки какие-то там, сладости, самовар, не самовар, большой там чайник какой-нибудь фарфоровый, да, в котором заваривается чай. Это все тоже, конечно же, имеет право на жизнь, и это тоже здорово. Но в случае с, скажем так, азиатским, я не буду называть его китайским или каким-то еще, на самом деле оно уже во многом русская даже традиция, потому что у нас уже больше 20 лет российской чайной культуре, европейской. Я сейчас тоже нахожусь в Амстердаме, что интересно, здесь мы тоже делаем чайный проект. И сама по себе вот эта вот составляющая внимательного чаепития, это то, что вам не нужны никакие там сладости или еще что-то, вы концентрируете внимание именно на чае. И получается некая такая вот магия, игра за чайной доской. И когда вы как мастер, будучи даже неважно мастером там, с большим опытом или просто вы купили себе чайный набор и пробуете с этим играть, да, пробуете заваривать так чай, замечаете, что разница во вкусе, в аромате чая, да, то есть во внимании, которое вы собираете на вот эти вот мелкие предметы, она совершенно другая. И ваши гости тоже это чувствуют, и им приятно. То есть это просто такой даже некий, можно сказать, attraction, да, то есть какое-то увлечение, как-то досуг приятный, который можно причем сделать и дома, можно прийти в чайный клуб, насладиться чаем. То есть это вот основная цель. Тут даже несколько целей, я бы сказал, последуется. Первое — это утилитарное, то есть вы заварили чай и вы получили вкус гораздо лучше, чем если вы заварили его грубо. Вот, вы выбрали правильную посуду, выбрали правильный кипяток, там воду нужную, там, да, и хороший чай взяли, и у вас получилось что-то красивое. Второе — это просто, скажем так, хобби и ритуал, который заменяет собой некоторые ритуалы, может быть, менее здоровые, там, healthy и так далее, да. Вот. И третье — это просто вот эта атмосфера коммуникации, которая возникает вокруг чая, когда вы понимаете, что это социальный напиток. Можно, в принципе, чай в тишине попить, внимательно подумать о чем-то своем, это тоже очень хорошо. Может чай попить за беседой, может даже чай попить, посмеяться и порадоваться, и абсолютно не обязательно сидеть там по стойке смирно, там, да, и как-то там, ну, не знаю, слишком концентрироваться на этом. То есть это каждый выбирает себе сам грань восприятия чая. И мне кажется, что наиболее широкое и такое вот понятное восприятие чая, когда ты комбинируешь все эти подходы и просто получаешь удовольствие прежде всего от чая, имея в правильное время, в правильном месте, с правильной атмосферой сместить фокус в ту или иную сторону. Вообще важно понять, что такое чаепитие. Когда вы взяли спокойно, сели, а никуда вы не торопитесь, вы там в кругу семьи, с друзьями, на природе, как я уже говорил, взяли свою чайницу с чаем, какой-то набор посуды, абсолютно неважно даже какой это набор. Конечно, в идеале у вас будет расти запрос к более качественному какой-то посуде, какой-то выбору там коллекционных каких-то штук. Это такая бесконечная прогрессия развития, но самое главное, что именно суть. Вы никуда не торопитесь, вы просто пьете чай, вы отдыхаете, у вас это ритуал, у вас это состояние, вы просто получаете удовольствие от жизни. Вечером после работы вы пришли, отдохнуть хочется. На самой работе тоже можно попить чай. Я знаю, очень многие говорили, как же так на работе, да невозможно там на работе организовать. Во-первых, есть типоты и бутылочки, это совсем упрощенный вариант. Во-вторых, есть вот такие вот микрочайные доски, которые занимают у вас там 35 квадратных сантиметров на рабочем столе, и вы просто спокойно работаете и пьете чай. Например, знаю очень многих друзей, программистов или кто особенно IT-специальности, они очень часто, во-первых, делают с друзьями такие брейки, не кофе-брейк, а ти-брейк. Например, у меня друг работает в Mail.ru, один из топовых разработчиков, и он тоже очень любит так делать. И также это можно сделать прямо на своем рабочем непосредственно столе, тоже в процессе работы пить чай. И это тоже подогревает, скажем так, интерес и желание внимательно относиться к напитку, при этом не сильно отвлекаясь от того, что вы делаете. То есть не обязательно церемония, это вы вот все бросили, вообще забыли про свои дела, и вот прям вам надо погрузиться в это. Хотя это может быть и так. Тут очень важно понимать, что максимально широкое понимание чая, оно как раз и дает вот эти самые бонусы, все самые максимальные бонусы от чая, когда вы не очень сильно фокусируетесь.
вы одновременно и заморачиваетесь, и не заморачиваетесь. Вы заморачиваетесь на подходе, на внимании к напитку, к посуде, к стилю заваривания, но какая вокруг вас атмосфера, что вы там создаете, это уже может быть очень вариативно в зависимости от того, что вам нужно. И при должном подходе, да, когда вам нужно углубиться в это, или вы хотите получить больше, самое максимальное такое впечатление от чая, это получается тоже такое некое состояние медитации, легкого, может даже такого транса, когда вы погружаетесь в чай, в разговор. Чай повышает внимание, концентрацию. Вы очень сильно концентрируетесь, с одной стороны, и на предметной среде, которая вокруг вас, и на человеке, с которым вы общаетесь во время чаепития, и, может быть, на атмосфере, если вы, например, пьете чай в красивом месте, будь то в чайном клубе, или на природе, или даже дома, когда вы создали уют. Вам сразу захочется, кстати, поднять очень сильно уровень качества окружающего вас всего, начиная, я об этом много раз говорил, что чай учит внимательности, и чай учит выборочности. То есть сразу захочется быть более выборочным во всем, начиная от общения и еды, там, и атмосферы, где вы находитесь. И вот это как раз то, чему учит чай глобально. Вот, то есть некая такая вот атмосфера, которая потихонечку вас смещает в сторону внимательного отношения ко всем аспектам жизни. Ну и еще такое важная составляющая чайной культуры, пожалуй, которой я не могу не обратить внимание, да, то, что мы всегда, когда мы впускаем в жизнь что-то, мы, естественно, что-то из этой жизни убираем. То есть, как я уже говорил, чай — это некий такой ритуал, причем без какого-то там, естественно, религиозного там, какого-то еще оттенка, это просто вот некие действия, потому что все в этой жизни ритуал. Вы проснулись утром, там, не знаю, умылись, почистили зубы, это тоже ритуал, да, и вот, собственно, как только вы пускаете в чай свою жизнь, у вас сразу же могут уйти из нее, если они там вообще до этого были, какие-то ритуалы, которые менее, скажем так, конструктивные и полезны для здоровья, будь то там алкоголь, там какие-то вредные привычки. То есть чай как-то он настолько сам это все вытесняет, то есть вот часто собираются с друзьями, а что вот мне бы поделать такого вот. И люди часто даже не то, что не хотят пить, но думают, надо что-то взять, ну пойдемте там возьмем там пиво там, или там вина возьмем, еще чего-то. А в каких-то случаях, может быть, это уместно, я лично сам не пью алкоголь, вам не рекомендую, но не буду тут, скажем, выступать таким фанатичным приверженцем здорового образа жизни, хотя я это люблю, но я скажу, что чай на самом деле естественным образом вытесняет все эти привычки, и вам просто становится неинтересно, потому что тот уровень состояния сознания, состояние коммуникации с теми, с кем вы общаетесь, вот это вот внимание, осознанность, в какой-то момент можно и помолчать вместе, и посидеть в тишине, он абсолютно другой. И он настолько более эволюционно, в моем личном понимании, выше и интересней, чем какие-то другие виды, скажем так, досуга с более вредными привычками, да, то мне очень сложно даже это сравнивать. То есть я думаю, что очень многие со мной согласятся, даже те, кто просто хоть раз был в чайном клубе и, может быть, не имеет там всей посуды или не очень разбирается в чае, вы приходите в чайный клуб, вы попьете чай, и кажется, как будто вы в каком-то там шаманском месте побывали, да, хотя на самом деле мастер просто рассказал вам о чае, просто говорит красивая музыка, у вас куриное благовоние, атмосфера создает вам некий такой вот ореол чего-то другого, да, но это что-то другое вы можете легко повторить у себя дома. И вот вы, значит, послушали меня сейчас, поняли, так, все, я точно хочу, мне интересно, я заинтересовался, и тут, собственно, включается мой рассказ уже о том, как же все это начать. На самом деле, тоже много рекомендовал, с чего можно начать сам по себе выбор чая, чаще всего это просто вот набор знакомства с чаем. Идеально, там больше десятка сортов, у нас прям есть готовый такой набор, можно собрать свой, а можно купить готовый. И там всегда будет разный сорта чая, который вы очень быстро поймете, какой именно вам ближе, и дальше начнете углубляться. Когда вам захочется уже понять, что такое церемония, что такое внимательный подход к чаю, я называю даже не столько церемонией, как я уже говорил, а именно внимательным чаепитием. Не обязательно начинать с каких-то очень дорогих чайников. Там, с другой стороны, если позволяют возможности, можно и сразу купить хороший, потому что вам потом все равно захочется купить лучше. Вот. Можно начать с самого простого сосуда, будь то гайвань, вот эта чашка с крышкой, то, что китайцы называют, когда вы просто, самый простой, есть вообще такие за 200 там, рублей гайвани у нас тоже. Там несколько пиал, какой-нибудь сливник и любая небольшая чайная досочка. Можно взять доску со сливом, с подносом, либо со шлангом, либо просто даже какую-нибудь подставочку такую, тоже это хорошо, либо даже полотенчика, это называется, кстати, ганьпау. И тогда первый пролив вы сливаете не в доску, а в какой-нибудь такой вот сосуд. В данном случае это используется японский тиван, но, в общем-то, можно использовать много других способов заваривания и каких-то сосудов. Это уже не так важно. Важно, чтобы вы чувствовали, что вы создали некую атмосферу и что чай у вас заваривается вкусно и интересно. А дальше, в принципе, можете повторять действия, которые я описывал уже в начале видео, когда вы просто пробуете разное количество чая на разный чайник, разные сорта,
разную экспозицию. Я бы советовал, может быть, если очень грубо разделить, светлые чаи лучше гайвань заваривать, будет интереснее, проще заварить и не передержать. Темные чаи лучше в чайнике. И какой именно чайник, там есть уже много разных нюансов, то, что для определенных сортов чая лучше использовать тот или иной чайник и так далее. Но на самом деле в самом начале вы можете особо сильно в эту сторону не углубляться, потому что если вы хотите заморочиться сразу, можно, да, но не обязательно настолько важно, потому что как только вы имеете уже как минимум сосуд в виде чайника, либо гайвань, чаша с крышкой, гундалбэй или чихай, сливник, да, и пиалу, вы уже получили все необходимое для минимальной церемонии. Дальше можно наращивать это все. Можно иметь там чихэ, можно иметь чайницы, они очень хороши для хранения, чтобы чай не выдыхался. Можно иметь там инструменты чайные, какие-то фигурки, и просто украшать пространство, благовония зажигать. Это уже по настроению. Я всегда очень сильно акцентирую внимание на том, что чай — это не религия, это не какой-то культ, когда вам нужно обязательно чему-то следовать. Это важно, чтобы вы получили эту атмосферу и удовольствие от этого, который вписывается абсолютно в любой культурный контекст, в любую обстановку, в любую компанию. В любом случае получите удовольствие от чаепития и от того времени, которое вы проводите за чайной доской. Как я уже говорил в самом начале, то есть чай, который вы можете заварить как угодно, и вы в любом случае получите удовольствие. То есть главное — это вода и, собственно, сам чай. То есть не берите воду из-под крана. Кстати, здесь в Голландии вода из-под крана ничего, но я говорю вам больше про, воду, скажем так, на постсоветском пространстве, и не только, где вода, на самом деле, из-под крана не очень. Да и на самом деле, в идеале даже здесь использовать лучше бутилированную или родниковую воду, это будет лучше. Но так или иначе, в общем, вода должна быть хорошей, и чай должен быть хороший. Но если вы хотите почувствовать именно, скажем так, и эффект, и ощущение от церемонии, понять, в чем же разница, почему вот я должен так заварить, почему так вкуснее, то возьмите чаи более высокой категории. Будь то лао-ча, выдержанные чаи, то есть будь улуны, может быть, какие-то чаи светлые, зеленые, может быть, шэн-пуэр и лао шэн-пуэр, выдержанный шэн-пуэр, габа-чай, гуандунские улуны. В принципе, все улуны подходят, но вот эти вот категории, которые я сейчас назвал, на них будут ссылки в описании, и они, пожалуй, так наиболее церемониальны. Вообще, изначально, вот именно внимательное чаепитие, оно появилось в провинциях Фудзянь и Гуандун, поэтому чаи оттуда, из Тайваня тоже, они вот самые-самые подходящие. То есть это тайваньские улуны, гуандунские улуны и фудзянские улуны, как южные, так и северные. То есть это самые-самые подходящие. Но сейчас, тоже я уже это упоминал, начали заваривать так и пуэры, и хай-чай, и зеленый чай, и красный, хотя изначально они не имели никакого отношения к церемониальному завариванию. Но так получилось тоже вкуснее, потому что появились новые технологии производства чая, например, те же красные чаи сейчас стали делать из сурья, например, улунского куста, да, и получается чай совсем другой, он более богатый, в нем есть и ноты красного чая, и богатые цветочные ароматы, послевкусия, которые есть в чае улун непосредственно, да. То же самое касается и белого чая, и других сортов, то есть тут можно бесконечно только узнавать, раскрывая все новые грани вообще, да, и внимательного подхода к чаю и заваривания. На этом, пожалуй, я думаю, все на сегодня. Я, конечно, могу еще очень долго рассказывать, потому что это моя очень любимая тема. Я только добавлю одну маленькую еще ремарку про эстетику, потому что сама по себе эстетика, чайное действие, она тоже очень сильно формирует и личность, и подход, и внимание, любовь к искусству, любовь к каким-то тонким предметам. Это тоже отдельный такой класс интереса, когда вы собираете посуду и любите комбинировать какие-то разные виды посуды, либо предметов на чайной доске, и они тоже создают атмосферу. И вот этот момент, он тоже очень важен для тех, кто любит искусство, тех, кто любит какие-то вот тонкие вообще вещи, в принципе, начиная от благовоний и заканчивая чаем. Все утончается, да, и вот этот момент, он тоже безумно, я считаю, важен, и, может, попозже я более подробно расскажу про какие-то вот эстетические подходы. Оставьте обязательно комментарии к видео, что вам понравилось и какие темы вам хочется раскрыть подробнее. Может быть, я дам ссылки на какие-то видео вам лично в отзывах, потому что у меня очень много видео о чае Китая, а может быть, что-то новое я смогу раскрыть благодаря вашим советам. Всем еще раз огромное спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.